Привет, дорогие зрители и подписчики канала, рад снова вас приветствовать на моем канале. Перед просмотром попрошу вас подписаться на канал, тех, кто этого не сделал, сделав красную кнопку серой, а также поставить лайк под видео. А сегодня я вам расскажу о развитии электромобилей с конца 20 века по нынешний год. Начнем, как многие считают, с первого в мире массового легкового автомобиля, который движется за счет как бензинового, так и электрического двигателей. Производимый японской корпорацией Toyota с 1997 года под именем Prius. За свою экологичность и оригинальность конструкции получил множество призов и наград. В том числе признавался автомобилем года в Японии, Северной Америке и Европе. Также компания Toyota получила награду UNEP, подразделение ООН, по охране окружающей среды за разработку дружественных к окружающему миру автомобилей, в том числе за модель Prius. В сентябре 1993 года на фирме Toyota был запущен проект под названием G21 или Global 21 и созданная группа с 10 человек, которым было поручено сформулировать требования к автомобилю 21 века. Результаты были представлены к концу года. Новый автомобиль должен быть компактным, но вместительным, с длинной колесной базой и экономичным. 1 февраля 1994 года проект G21 под руководством Такеши Учиямада стартовал официально. Так как главным для автомобиля будущего считалось снижение выбросов и расхода топлива, то основное внимание разработчики сосредоточили на силовом приводе. В то время уже были известны гибридные, с использованием двигателя внутреннего сгорания электромотора системы, но оказалось, что создать такой привод к началу 21 века нереально. Поэтому начались работы над двигателем с непосредственным впрыском и высокоэффективной автоматической трансмиссией, а целью было достичь снижения на треть расхода топлива по сравнению с существующими автомобилями. В ноябре 1994 года руководство компании поставило более амбициозную задачу – снизить расход топлива вдвое. Выполнить это можно было только с помощью гибридного привода. Никакой теории тогда не существовало, и команда разработчиков в течение полугода перебирала различные варианты, пока не пришла к схеме с двумя электромоторами, позже названной Toyota Hybrid System. Окончательное решение о создании пригодного для серийного выпуска гибридного автомобиля было принято в июле 1995 года. Показанный осенью 1995 года на автосалонах во Франкфурте и Токио, гибридный автомобиль имел совершенно другой привод. Для того, чтобы отличить концепт от почти серийного автомобиля, было принято решение последний назвать Prius. В начале ноября 1995 года был собран первый прототип будущего автомобиля. В течение 49 дней разработчики пытались заставить его двигаться, и когда он проехал первые 500 метров, он заглох. Все были просто счастливы. Это было только начало. До создания пригодного к производству автомобиля необходимо было решить еще гору проблем. Тем более, что дата запуска в производство была перенесена с 1998 года на декабрь 1997. Автомобиль решили представить к началу конференции по изменению климата. К августу 1997 года все испытания были закончены, а в сентябре на заводе Такоо Капленд первые серийные автомобили сошли с конвейера. Все обещания были выполнены и полностью соответствовали рекламной кампании под лозунгом «Точно вовремя к началу 21 века». Инновационный автомобиль требовал особого внимания, и на фирме была создана специальная служба, оперативно отслеживающая все проблемы, возникшие у покупателей. Несмотря на опасения, автомобиль понравился, его продажи постепенно росли. Покупателей не смущал странный внешний вид модели и ее не самые выдающиеся ходовые свойства. Prius выбирали за малый расход топлива, низкую токсичность выхлопа, а главное за то, что автомобиль был полон технических новинок. Беспрецедентной особенностью этого проекта стало то, что неизвестные и неопробованные технологии были исследованы и подготовлены к массовому производству всего примерно за 2 года. Необходимо сразу уточнить, что Prius заправляется только бензином. Всю необходимую электроэнергию он вырабатывает сам. Его гибридный силовой привод построен таким образом, что позволяет и бензиновому двигателю, и электромотору непосредственно подключаться к ведущим колесам автомобиля и взаимодействовать между собой. При такой схеме каждый из моторов работает в режиме наибольшей эффективности, за счет чего и обеспечивается низкий расход топлива и малая токсичность выхлопа бензинового двигателя. При трогании и движении на малой скорости, когда эффективность бензинового двигателя низка, автомобиль едет на электротяге с помощью электромотора, разряжая батарею. С ростом скорости в работу вступает двигатель внутреннего сгорания, который одновременно крутит ведущие колеса и генератор, заряжая батарею. При резком нажатии на педаль газа в работу вступают оба двигателя, обеспечивая интенсивный разгон. А при торможении совместно с обычной тормозной системой задействуется электромотор, работающий в режиме генератора. Он создает дополнительный тормозной момент на колесах и подзаряжает батарею.
батарею. При остановке, даже кратковременной, все выключается. Переход от одного режима работы к другому происходит автоматически и практически незаметен. Иногда бензиновый двигатель работает в настоящем автомобиле. Например, если ему необходимо прогреться или если разряжена батарея, ее надо подзарядить. Когда в баке мало бензина, то автомобиль не тронется с места, несмотря на заряженную батарею. Его необходимо заправить так, чтобы погасла контрольная лампочка низкого уровня топлива. При длительном хранении аккумуляторная батарея разряжается, поэтому автомобиль необходимо заводить хотя бы раз в несколько месяцев. Большую роль в распространении моделей Prius сыграла поддержка правительства, которые в виде субсидий, налоговых льгот и скидок поддерживали покупателей, приобретавших автомобили, которые меньше загрязняли окружающую среду. В Японии покупатель автомобиля Prius мог получить выгоду до $3500 в виде льгот, в том числе за счет снижения налога на покупку и налога производителя. В Великобритании субсидия в 1000 фунтов предоставляется каждому покупателю такого автомобиля. Во Франции была введена налоговая скидка примерно в 2000 евро на чистые автомобили. В целом, вскоре после начала мировых продаж Prius, правительства 11 государств стали отзывать поддержку зеленым автомобилям. Кроме чистой экономии на расходах, Prius, как не загрязняющий окружающую среду автомобиль, имеет особый статус в большинстве европейских государств. Так, в Лондоне он освобождается от уплаты налога при въезде в центральную часть города. Дальше мы поговорим о компании Tesla. Tesla была зарегистрирована 1 июля 2003 года Мартином Эбхардом и Марком Тарпингом. Ян Райт был третьим сотрудником Tesla, присоединившийся к ней несколько месяцев спустя. В феврале 2004 года трое основателей привлекли инвестиции в размере $7,5 миллионов США, и при этом Илон Маск внес $6,5 миллионов. Маск стал председателем совета директоров и назначил Эбхарда генеральным директором. Целью Tesla было начать со спортивного автомобиля премиум-класса, ориентированного на первых пользователей, а затем перейти к более массовым автомобилям, включая седаны и доступные компактные автомобили. Прототипы первого автомобиля Tesla были официально представлены публике 19 июля 2006 года в Санта-Монике, Калифорния. В 2006 году Маску удалось, проведя несколько раундов финансирования от инвестиционных фондов известных предпринимателей, привлечь $100 миллионов. В результате Tesla начала производство своей первой модели Tesla Roadster в 2008 году. Tesla Roadster – спортивный электромобиль, первый автомобиль американской компании Tesla. Выпускался с 2008 по 2012 год. Было собрано около 2500 автомобилей. Цена автомобиля около $110 тысяч. Серийное производство по заявлению компании началось 17 марта 2008 года, хотя реальные поставки покупателям начались на несколько месяцев позже. К сентябрю 2009 года было продано 700 родстеров. В 2010 году компания начала производство и продажу праворульных автомобилей для рынков Великобритании, Австралии, Японии и Гонконга. В этом же году была представлена версия Tesla Roadster 2.5. В мае 2010 года компания Tesla Motors получила от Toyota $50 миллионов инвестиций, на которые приобрела закрытый завод Nami, ранее принадлежавший Toyota, который находится в штате Калифорния. Контракт с Lotus на поставку 2500 машин истек в конце 2011 года. Компания перестала принимать заявки на американском рынке в августе 2011 года. Производство моделей Tesla Roadster прекращено в январе 2012 года. В рестайлинговой версии Roadster 2.5, который был представлен летом 2012 года в Гудвуде, автомобиль получил измененную радиаторную решетку, передний и задний бампера. 29 сентября 2014 года Tesla Motors заявила о незначительном обновлении модели. Новую версию назвали Tesla Roadster 3.0. Улучшенная аэродинамика, улучшенная до 70 кВт-час емкость аккумуляторов и шины с меньшим сопротивлением к качению позволили увеличить автономность до 644 км. На международном детройтском автосалоне 2010 года был показан юбилейный экземпляр Tesla Roadster. Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что компания выпустила 1000 электрических родстеров Tesla Roadster. Тысячный Tesla Roadster отличается уникальной отделкой интерьера с карбоновыми вставками. 6 февраля 2018 года личный Tesla Roadster, принадлежащий Илону Маску, был запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракетой Falcon, созданной управляемой Маском корпорацией SpaceX. Tesla Roadster стал первым серийным автомобилем в космосе. До него были запущены только 3 специально разработанных лунных автомобиля. Также компания Tesla представила свой прототип Tesla Model S на франкфуртском автосалоне в 2009 году. Поставки автомобилей в США начались в июне 2012 года.
Tesla начала поставки с 1000 седанов ограниченного выпуска Signature и Signature Performance, оснащенных аккумуляторами емкостью 85 кВт-час и стоимостью $95 тысяч в минимальной комплектации и 105 тысяч максимальной. Изначально в планах Tesla было начать в 2013 году производство автомобилей с аккумуляторами емкостью 60 кВт-час и 40 кВт-час. Однако из-за малого спроса от моделей на 40 кВт-час решено было отказаться. В июне 2013 года компания показала перезарядку Model S путем автоматической замены батареи. В ходе демонстрации было показано, что процедура занимает примерно 90 секунд, что более чем вдвое быстрее заправки полного бака аналогичного автомобиля с двигателем ДВС. По заявлению президента компании Илона Маска, медленная, то есть 50% зарядки за 20 минут, зарядка батареи Model S на заправочных станциях компании останется бесплатной, в то время как быстрая замена обойдется владельцу машины в сумму около $60-80, что примерно соответствует стоимости полного бака бензина. Однако в дальнейшем от планов по автоматической смене батарей было решено отказаться в пользу развития сети заправок Tesla Superchargers. Только автомобили, проданные до 22 января 2017 года, будут пользоваться пожизненной бесплатной неограниченной быстрой зарядкой на станциях Tesla Superchargers. Автомобили, проданные после января 2017 года, получит 400 кВт-час бесплатной быстрой зарядки в год. При превышении этого количества владельцу придется оплатить стоимость потребленного во время быстрой зарядки электричества. В 2016 году Tesla Model S получил обновленный дизайн, частично более схожий с Tesla Model 3. В 2017 году также произошло некоторое обновление модельного ряда, и теперь в продаже доступны только версии 75, 75D, 100D, P100D. Цифры обозначают емкость аккумуляторов в киловатт-час. D – полный привод, P – производительная версия. Базовая модель S использует жидкостное охлаждение двигателя переменного тока, который имеет мощность 362 лошадиные силы. Как показывает практика, Tesla Model S P85 способна проехать до 380 км при около нулевой температуре воздуха. Как показывает практика, Tesla Model S P85 способна проехать до 380 км при около нулевой температуре. Но это при средней скорости около 80 км в час. Если ехать быстрее, то расход энергии может резко вырасти, вплоть до двукратного размера относительно указанного, с соответствующими последствиями в виде заметного снижения запаса хода. При температуре 20 градусов запас хода SP85 приблизительно 180 км, при 26 градусов 160 км. По итогам первого квартала 2013 года в США было продано 4750 экземпляров Tesla Model S. Таким образом, модель стала самым продаваемым люксовым седаном, опередив в частности Mercedes-Benz S-класса и BMW 7 серии. В Норвегии, благодаря государственной поддержке электромобилей, за первые 2 недели сентября 2013 года Tesla Model S – самый продаваемый автомобиль – 322 штуки, обошедший Volkswagen Golf – 256 штук. Электромобили Tesla Model S и Nissan Leaf заняли в Норвегии за этот период 11% рынка. Всего в мире к концу первого квартала 2014 года было продано около 32 тысяч автомобилей Tesla Model S. При этом по итогам квартала отмечена стабилизация спроса в США при продолжении роста продаж в Евросоюзе. Дальше мы поговорим о Nissan Leaf, автомобиле компании Nissan. Nissan Leaf – электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном токийском автосалоне в 2009 году. Заказы на модель японские и американские дилеры компании начали принимать 1 апреля 2010 года. Сборка первых серийных экземпляров началась в Японии. Затем с 2012 года Nissan развернул производство электромобилей Leaf на заводах в США, а с марта 2013 года в Великобритании. Продажи Nissan Leaf в Соединенных Штатах начались 11 декабря 2010 года и первоначально были ограничены отгрузками по предварительному онлайн-резервированию. В Европе продажи развернулись с первой половины 2011 года. В конце ноября 2010 года Nissan Leaf
был объявлен первым среди электромобилей победителем конкурса «Европейский автомобиль» 2011 года. В конце апреля 2011 года Nissan Leaf был также объявлен первым победителем конкурса «Всемирный автомобиль года 2011». Nissan Leaf построен на платформе Nissan V, которую электромобиль делит с кроссовером Juke и малолитражкой Nissan Micra 2011 модельного года. Под капотом расположен электродвигатель мощностью 109 лошадиных сил. Масса батареи около 270 кг и расположена она под днищем автомобиля. Емкости батареи 24 кВт-час и возможностей рекуперативного торможения хватает на 160 км пробега. Жизненного цикла батареи по предварительным оценкам должно быть достаточно минимум на 5 лет. Важнейший недостаток автомобиля — это ограниченный пробег от одной зарядки аккумулятора. Долгая перезарядка также может рассматриваться как недостаток. Время перезарядки может занимать аж до 20 часов. Отрицательным фактором является пока и высокая цена. Сравнимая по характеристикам Nissan Versa может быть приобретена в США в 2 раза дешевле. Chevrolet Volt — это компактный автомобиль корпорации General Motors. Впервые представлен на североамериканском автошоу в Детройте в январе 2007 года. Представляет собой гибридный автомобиль с возможностью подзарядки от электросети, способный проехать в режиме электромобиля примерно 65 км. Volt производит электроэнергию на борту автомобиля из топливных элементов или других источников. General Motors при разработке Volt использовал технологии, применявшие в электромобиле EV1. На Chevrolet Volt могут быть установлены различные двигатели, например, работающие на бензине 85, 100 и на биодизеле. На Chevrolet Volt установлен электродвигатель мощностью 111 кВт-час. Время зарядки от сети 110 вольт составляет приблизительно 6-6,5 часов, от сети 240 вольт 3-4 часа. Ускорение до скорости в 100 км в час происходит за 8 или 8,5 секунд. Максимальная скорость 161 км в час. На автомобиле установлен электрический генератор, приводимый двигателем внутреннего сгорания объемом 1,4 литра. Топливный бак 45 литров. Этого топлива и полной зарядки аккумуляторов достаточно для пробегов 1000 км. Аккумуляторы также запасают энергию рекуперативного торможения. В версии с топливными элементами на борту вместо двигателя внутреннего сгорания топливные баки хранят 4 кг водорода. Начало массового производства и появление в салонах продаж Chevrolet Volt были запланированы на конец 2010 года. Также в начале 2009 года корпорация General Motors выбрала южнокорейскую компанию LG поставщиком аккумуляторов для Chevrolet Volt. В Мичигане построен завод по производству литий-ионных аккумуляторов, который начал работу в начале 2010 года. GM создал крупнейший в США центр развития аккумуляторных технологий площадью 3250 квадратных метров. Tesla Model X – полноразмерный электрический кроссовер производства компании Tesla. Прототип был впервые показан в Лос-Анджелесе 9 февраля 2012 года. Коммерческие поставки начались 29 сентября 2015 года. Tesla Model X разрабатывается на базе платформы Tesla Model S и собирается на основном заводе компании во Фримптоне, штат Калифорния. Ключевая особенность модели — автоматические двери в форме крыла чайки, которые Tesla называет крыльями сокола, поскольку дверь имеет не жесткую Г-образную форму, а сгиб с изменяемым углом. Они облегчают доступ в автомобиль для пассажиров второго и третьего рядов, а также требуют меньше места на парковке. Кроссовер может быть 5, 6 или 7-местным по желанию покупателя. Сиденье третьего ряда складывается в ровный пол и увеличивает место для багажа. Кроме того, дополнительный багажник находится спереди под капотом. Цена на более доступную базовую комплектацию Model X 70D составляет $81 тысячу. Таким образом, базовая модель Tesla Model X стоит на 5000 дороже Tesla Model S. Среди причин задержки выпуска Tesla Model X были проблемы с дверьми в форме крыла чайки и охлаждением двигателей. BMW i3 – первый серийный электромобиль немецкой компании BMW, производимый с 2013 года. Компактный городской автомобиль создан на основе концепции гармоничного развития, в соответствии с которой выбор материалов, производственных процессов, поставщиков комплектующих и способов утилизации подчинен минимизации воздействия на окружающую среду. Лояльность жизненного цикла модели к природе оценена экспертами и признана отвечающей соответствующим стандартам. Автомобиль набрал максимальное количество баллов в новейшем европейском рейтинге экологичности автомобилей Green NCAP. Был выбран мировым автомобилем 2017 года в категории городские автомобили. В 2016 году емкость батареи аккумуляторов автомобиля была увеличена наполовину, а в 2018 году еще на столько же. Теперь электромобиль может проехать на одной зарядке
примерно 300 км. Силовой привод электромобиля состоит из установленного сзади электродвигателя, который вращает задние колеса через одноступенчатый редуктор. Мощность электромотора составляет 170 лошадиных сил и имеет крутящий момент 250 Нм. На спортивную модель i3S устанавливается более мощный и усовершенствованный электромотор, улучшена система его управления, также новые подшипники в редукторе. В целом силовая установка спортивного автомобиля на 40% эффективнее стандартной. В 2014 году впервые электромобили получают собственные официальные соревнования, названные по аналогии с королевой автоспорта Формула И. В первом сезоне в гонках принимало участие 10 команд, гонщики которых соревновались на электромобилях. Пилотами некоторых команд выступали профессиональные гонщики, пришедшие в новый класс гонок из формулы. Rimac Автомобили, хорватская автомобильная компания, располагающаяся в городе Света Неделя около Загреба и специализирующаяся на разработке и производстве электромобилей, трансмиссий и аккумуляторных систем. Первая модель компании Concept One была известна как самый быстрый в мире электромобиль. Кроме продукции под собственным брендом, фирма также производит запчасти для других компаний. Rimac Concept One с массой в 1850 кг и мощностью в 1000 лошадиных сил мог разгоняться до скорости в 100 км в час за 2,8 секунды. На испытаниях он достиг максимальной скорости в 305 км в час. Емкость аккумуляторов составляет 92 кВт-час, обеспечивает возможность проехать до 600 км без перезарядки. Компания запланировала выпуск первой серии в 88 машин, ориентированных в основном на европейский рынок. Текущая команда дизайнеров включает в себя несколько бывших дизайнеров от Pininfarina. Внешний вид Rimac Concept One был разработан молодым хорватским дизайнером Адрианом Мудри.